fault. It ain't my fault. Привет, друзья! Вы на канале Веселая Мария, и сегодня я расскажу вам страшную историю. Ну, может и не страшную, но зато очень поучительную. В одном прекрасном городе жила маленькая девочка Вера. Вера была очень непослушной, обманывала родителей и плохо училась. Родители ее были с утра до вечера на работе, поэтому как только она приходила со школы, то тут же садилась перед телевизором. Уж больно она любила смотреть мультики, могла часами не отходить от телевизора. В один из прекрасных дней Вера, как обычно, не доделав уроки, уселась перед телевизором. Тут в дверь тихонько постучали. Ну, может, конечно, и не тихонько. Вера знала, что открывать незнакомым людям нельзя, но взглянув в окно, она увидела, что там никого не было. Странно, подумала она, кто же тогда стучал в дверь? Вера решила посмотреть, может, мальчишки соседские балуются, и вышла на крыльцо. Никого нет, подумала она. Хотела уже зайти обратно, но вдруг увидела на пороге что-то лежит. Это был диск, на котором было написано «Мультфильмы». Она обрадовалась, так как очень любила мультики, и решила сразу же их посмотреть. На диске оказался сериал «Барбоскины», и все было бы ничего, но вдруг Лиза Барбоскина строго посмотрела на Веру и страшным голосом произнесла: «Правда или действие?» Вера раскрыла рот от удивления, но вслух произнесла: «Чего?» «Правда или действие?» — повторила Лиза и добавила: «Если не ответишь, умрешь». «Правда!» — закричала Вера. А Лиза ей говорит: «Сегодня вечером, когда придут родители, расскажешь им про двойку по математике. А не расскажешь — умрешь». Вера настолько была напугана, что вечером, когда пришли родители, она сразу призналась про двойку, которую получила несколько дней назад, и скрыла от них. Ух, как и ругали ее в тот вечер, просто ужас! На следующий день Вера решила не смотреть мультики, а все-таки сделать уроки. Только она начала читать, как вдруг телевизор сам включился, и с экрана все та же Лиза ей говорит: «Правда или действие? Правда или действие?» Вера просто была в шоке. «Ну а вы бы не были?» «Правда!» — закричала Вера. А Лиза ей говорит: «Вечером родителям расскажешь, что это ты съел все конфеты. Ну иначе умрешь». Делать было нечего, и Вере пришлось все рассказать родителям про конфеты. Мама и папа были очень огорчены, так как из-за конфеты они уже наказали ее младшего братика. Вера не спала всю ночь и все думала, что завтра, когда Лиза опять будет ее спрашивать, правда или действие, то скажет опять правда, так как скрывать ей было уже нечего. Весь день Вера как сумасшедшая прислушивалась ко всем звукам. Вдруг телевизор включился, и Лиза снова произнесла свою страшную фразу: «Правда или действие?» Вера уже знала ответ и выкрикнула: «Правда, правда!» Но Лиза злобно улыбнулась. Ха-ха! И говорит, что 3 раза подряд нельзя выбирать правду. И теперь будет действие! Ты должна взять все игрушки младшего братика и выбросить их. Вера была в бешенстве. «Я не буду выполнять твои приказания!» — крикнула она. И выбежала на улицу. С тех пор Веру больше никто не видел. Правда, ходили слухи, что дух Веры приходит к непослушным ребятам и забирает их с собой.
Так что, ребята, будьте послушными, не обманывайте своих родителей и поменьше смотрите мультики. А то вдруг Вера и к вам придет. Правда или действие? Правда или действие?